Приветствую! Сегодня у нас опять ботиночки зимние от Puma, моделька Desierto V2 Winter Rubble. Вот такое вот интересное название. Цвет темно-зеленый, хаки, как хотите так называйте. Не поленился, перевел с английского, как указано на сайте, и там выдала лист винограда. Еще интересный факт в том, что Desierto в переводе с испанского означает пустыня. Не знаю, каким образом пустыня соотносится к зимнему варианту, но это в каком-то смысле даже прикольно. Коллекция осень-зима 2021 года. Сделана эта моделька во Вьетнаме. Есть несколько вариантов цветов, которые сейчас делаются именно в наших странах. Это зеленый, песочный и черный. На мой взгляд, этот один из самых таких универсальных, кому желтый броский, а черный уже надоел. При этом в этом цвете они будут достаточно легко чиститься от любой грязи, что тоже немаловажно. И как минимум цвет довольно интересный. Но здесь стоит понимать, что возможно под некоторые вещи они уже подойдут не так хорошо. Что касаемо материала. Здесь идет, как указывается, 40% это кожа, 15% резина. Это окантовочка, которая идет выше подошвы, она идет полностью по кругу. И эко-кожа, которая составляет здесь 45%. Стоп. Попрошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Справа в углу есть красный кружочек. Кликайте на него, подписывайтесь. Впереди будет еще множество различных видео на зимние, летние кроссовки. В частности, это будут, скорее всего, больше кроссовки Puma, но иногда мне попадают в руки кроссовки Adidas. Поэтому будет что вам показать, будет что рассказать, да, со своей точки зрения, но я думаю, будет интересно. Так что давай, действуй. Как по мне, это очень такой интересный вариант для зимы, но стоит учесть, что не на суровую зиму. Опять же таки, есть эти вот но, потому что не утеплен достаточно носок. Есть флис, полиэстер, как хотите так называйте, до средней части, который достаточно неплохо греет, но вот именно носок это слабое место. Там вообще тонкий слой, за счет которого вы вряд ли согреетесь в зимний период времени. Поэтому либо теплые, очень теплые носки, и можно гонять даже под минус 20, наверное, но опять же таки это все приблизительно. Вот, поэтому все очень довольно спорно. Также сама модель имеет классный дизайн именно в исполнении ботинок. Подойдут на грязь, слякоть, дождь, все должны выдерживать. Причем, если раньше первая версия могла использоваться с пуртексом, гортексом, то есть неважно, это мембрана какая-то стояла, еще кроме того, что сам верх закрыт, то конкретно в данном случае это не имеет значения, так как модель закрыта, плюс усиленно идет внизу вот эта вот окантовка, второй слой из резины. Я еще подозреваю то, что он перекрывает основной материал, за счет чего они стали еще более прочные и также менее подвержены каким-то погодным условиям и промоканию. Поэтому это ли не круто. Вот теперь перейдем к самому сравнению модели того года, коллекции осень-зима 20 и вот 21. Что изменилось за это время? Изменился состав верха. Если раньше использовалось только 10% кожи и 90% это была синтетика, то сейчас, опять же таки по заявлению, идет 40% кожи и эко-кожа плюс резина. Резина в принципе морозу не подвержена. Вопрос только к эко-коже, и то если она хорошего качества, то к ней никаких претензий не будет. Теперь же посмотрим, в чем отличие. Если же мы посмотрим на переднюю часть и верх, то мы можем увидеть, что изменилось именно в районе язычка. Добавилась петелька, добавился в верхней части именно вставочка, которая закрывает шнурки. Там обычное отверстие под них, вместо кольца и люверсов до самого верха. В старой же модели мы можем увидеть формованный логотип и надпись Puma. Нету окантовки полностью, которая идет, там из синтетики ее перекрывает формстрип. Здесь же, как я уже сказал, идет именно защита полностью. Изменился вид воротника, как сверху, соответственно, из-за своих там каких-то физиологических особенностей, можно так сказать. И с задней части, если раньше оно было
как сказать, такими волнами трубками, то сейчас идет один сплошной материал, вставочка, просто прошитый в средней части. Я напомню, я записывал обзор на первую версию достаточно долго, причем это было с отзывом, у друга, у товарища такие, и он до сих пор будет, скорее всего, в них ходить. Еще сзади, если смотреть, мы можем увидеть, что петелька добавилась в задней части с надписью Puma. До этого она была с того же эко-материала, с эко-кожи, с маленькими кошками. Также вставка добавилась, ну это скорее дизайнерский элемент, дизайнерский ход. Если мы посмотрим на подошву снизу, она визуально вообще никак не изменилась. Единственное, что, если раньше было указано, что это была обычная Evo по центру и резина, сейчас они акцентировали, добавили название Rubble. Теперь еще есть такая технология, как Цмева. Этил винилоацетат, тот же как Evo, но он идет формованный, поэтому и вставка оси идет в начале. Разницы по ощущениям никакой. Возможно, они стали менее скользкими за счет этого, но это лишь предположение. Если мы взглянем на внутреннюю часть, мы опять же таки можем увидеть этот флис, ярлычок с размером, это мой размер, они полномерные. Смотрим на длину, которая указана, и сопоставляем со своей стопой. Действуем только так. Идут они в размере от 40 по евро по 47, то есть от 6,5 UK по 12. И напоминаю, что половинки идут через одну, то есть мы можем увидеть 42, 42,5, а 43,5 уже не будет. Соответственно, между каждым размером идет полсантиметра разницы. Основная стелька здесь плотного такого катона, который проклеен и прошит монолитно с подошвой. При надавливании амортизации, конечно же, особо нет, но учитывая, что здесь идет стелечка, все та же Sold Foam, она принимает форму стопы, достаточно мягкая и плотная. Благодаря ей, собственно говоря, и осуществляется та самая амортизация и комфорт во время носки. Взглянем на подошву, она идет словно слоями. То есть в центре мы можем увидеть ту самую Цмеву, скорее всего, Evo, которая обеспечивает амортизацию, комфорт. Внизу терморезина, тот самый Rubble, который защищает нас и промежуточную подошву от истирания, контакта с землей. Сам низ, он очень такой, скажем так, идет зубьями, агрессивный, должен хорошо цепляться, идет в разные стороны, за счет чего, опять же таки, у меня в надеждах, что они будут хорошо держаться на любой поверхности. Ну, возможно, кроме полностью какого-то там льда, скользкого, присыпанного снегом. Идет, скорее всего, имитация прошивки. Нити есть, но я не думаю, что они прошиты. Скорее всего, там просто идет хороший клей, но это лишь мое предположение. Шнурки круглые, обычно продеваются в люверсы. Здесь ничего нового. Кстати, шнуровать достаточно удобно и легко. Они, как скажем, скользят по верху, за счет чего их легко можно зашнуровать. Мне нравится, как они смотрятся, причем под разный стиль одежды, но в основном, конечно же, лучше выбирать что-то по типу джинс. Смотрятся довольно агрессивно, такие именно ботинки для панков. Хочу еще добавить, что в средней части и в носке они стандартные, большинству людей они подойдут, но есть вопрос в том плане, что всегда, еще раз повторяю, всегда мерите перед покупкой на той же почте, в том же магазине, потому что у нас у всех разные ноги, модели тоже делаются по-разному, и чтобы не было никаких нюансов, не пришлось потом мучиться. Другое дело, что там идет как бы, да, натуральный материал по заявлению производителя, поэтому они еще сядут по ноге в любом случае. Часто бывает такой эффект, что когда вы берете обувь, ее нужно еще разнашивать. Со временем получается так, что они садятся хорошо, и вы уже не хотите менять, хотя вначале вы могли там буквально плеваться, потому что вам некомфортно и так далее. У меня так было с несколькими парами обуви, когда я брал, вот именно бывало такое, что на одной ноге могло немного натирать, но со временем как-то они сели вот по ноге, ушел этот эффект, и это понятное дело, что не нога изменилась, а именно кроссовок сел по ноге, за счет чего стало гораздо комфортнее. И эта обувь уже стала там, допустим, фаворитом. Вот такие умозаключения, это лично, понятное дело, мое мнение, у каждого свое, у всех разные ситуации. Я рассказываю лично то, что я знаю, то, с чем я сталкиваюсь.
Шнуровать советую на один из верхних уровней, это либо предпоследний, либо последний, для того, чтобы обеспечить, скажем так, наилучшую фиксацию. На плитке держится довольно хорошо, скрипа какого-то не слышу, только сам материал за счет того, что он закрытый, может немножко, ну, как бы тереться, что ли, создавать свои какие-то звуки. Ногам комфортно, понятно, что закрытые, возможно, непривычно после каких-то текстильных кроссовок, но что меня порадовало, это то, что они вообще не оставляют заломы. То есть предположение у меня есть как раз в том, что кожа натурально используется именно в носке и по бокам, кроме форм-стрипа, задней накладки и резиновой вот этой вот окантовочки. Мягкость обеспечивается, повторюсь, за счет стельки. Также они обычные. То есть не скажешь, что это супер мягкая, супер классная обувь, но для зимы, мне кажется, самое то, единственный момент, претензия в том, что они недостаточно утепленные. На вид очень серьезные, по дизайну мне лично нравится, опять же таки у всех разный вкус, но не хватает утепления, вот это вот самый главный минус. Но у нас же зимы не всегда холодные, сейчас вообще, допустим, плюс, там, ну опять же, это же все такое дело, что оно неустойчиво, может быть сегодня плюс, завтра минус 30 влупить, поэтому стоит понимать, что если вы берете такую обувь чисто на зиму, тогда вы будете либо использовать какие-то вставки меховые, что уже, собственно говоря, будет соизмеримо с тюнингом колхозным, либо же очень теплые носки одевать, и причем, возможно, не одни, чем бы я бы не хотел заниматься. Но это особенно касается тех людей, которые подолгу проводят время на морозах, на улице, в общем, это к ним. Вот такой вот получился обзорчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. А мы погнали дальше.